Этот народ верил в то, что у человека 5 жизней, и знал, как защитить детей от злых духов. Рассказываем в нашем видео, как живут современные чукчи. Чукчи, луаравитланы или чукоты – все это название коренного народа крайнего северо-востока Азии. Они занимают огромную территорию от Северного Ледовитого океана до реки Анадырь и от Берингового моря до Индигирки. Основная часть представителей этого народа проживает на Чукотке. На данный момент там их насчитывается свыше 15 тысяч человек. Чукчи, как и другие коренные народы, имеют свои особенности. Например, раньше имена давались детям на 5-й день жизни и состояли из прозвищ. Это могли быть как пожелания, вроде «красивая» или «здоровый», так и предметы, находящиеся у матери – одежда или кухонная утварь. Иногда чукчи, чтобы ввести в заблуждение злых духов, называли мальчика женским именем, а девочку – мужским. С той же целью ребенку могли дать сразу несколько имен. Что касается религии, то чукчи – анимисты. Они верят в злых духов, носят амулеты и считают, что землю сотворил ворон по имени Куркыль, а у их народа 5 жизней. У каждой семьи есть свои святыни. Наследственный снаряд для добычи огня, бубен, деревяшки с изображениями предков. Несмотря на то, что к началу 20 века чукчи были крещены в Русской Православной Церкви, многие из них и по сей день придерживаются традиционных верований. Интересны чукчи и своими традициями. У них есть регулярные праздники, которые проводятся в зависимости от времени года. Осенью отмечают день убоя оленей, а весной – день рогов. Если наступила зима, значит пришел день жертвоприношения звезде Альтаир. Что едят чукчи? Если раньше они питались преимущественно мясом, моллюсками и растительной пищей, а из напитков предпочитали отвары трав и алкоголь, то сейчас продуктовая корзина выглядит вполне стандартно для жителей большинства регионов России. Яйца, молоко, овощи, фрукты. Что касается традиционной кухни народа, то там есть довольно специфическое блюдо – маняла. Это полупереварившийся мох, который извлекается из желудка убитого оленя. Маняла используется как в приготовлении свежих блюд, так и в консервах. А вот соль предкам современных чукчей казалась горькой. Не ели они и привычный нам белый хлеб, считая его слишком кислым для того, чтобы употреблять в пищу. Так как же живут чукчи? В Чукотском автономном округе располагается национальное чукотское село Канергино. Его численность 330 человек. Полсотни местных жителей работает в ЖКХ, порядка 20 человек в школе с детским садом. Молодежь, как правило, уезжает в поисках лучшей жизни. Морского зверобойного промысла в Канергино уже нет, а из традиционных промыслов осталось только оленеводство. Несмотря на то, что оно считается визитной карточкой коренного народа и региона, сейчас оленеводство, как и другие промыслы, отошло на второй план, а на смену им пришла типичная жизнь отдаленных населенных пунктов России. Яранги сменились обычными домами с центральным отоплением. Помимо жилых домов есть и другие учреждения. Если раньше беременным женщинам нельзя было стонать во время родов и просить о помощи, а пуповину они перерезали самостоятельно, то современные чукчи рожают в стандартных роддомах. Интересный факт. Одними из первых детские подгузники придумали именно чукчи. На грудничков надевали подкладки из оленевого меха и мха, которые хорошо впитывали продукты жизнедеятельности. Что в жизни чукчей удивило вас больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на канал Ямал-Регион, чтобы узнать больше полезного.